Экстренное обращение Зеленского к парламенту и Трампу, объявление о выборах президента Украины, Банковая готова к смене власти. США назвали сроки завершения войны. Конечный срок. Киеву поставлен ультиматум. Путин делает заявление о финале боевых действий. Беларусь выставляет войска у границы с Украиной и вооружает пограничников. Лукашенко говорит о готовности к войне. Белорусская оппозиционерка Тихановская заявила об обостренном травматизме у своего супруга, который недавно вышел из белорусской колонии. Заявление о конкуренции и сплоченности. Дело об убийстве российского летчика, который угнал вертолет РФ для украинской разведки, закрыто. Кто стрелял в Кузьминова, признанного в России предателем Родины? Смерть британского военного в Украине, арест женщины, которая жаловалась Путину, и громкое увольнение. Женщину выставили за двери из-за того, что приходила в офис раньше всех. Об этом не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна, как всегда, ваша поддержка прямо сейчас. Нажмите, пожалуйста, лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Обостренным травматизмом назвала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская поведение своего супруга Сергея Тихановского, который в этом году, благодаря действиям США, вышел на свободу из белорусской колонии. Заявление прозвучало на фоне недавних скандалов, связанных с офисом Демсил Беларуси и части резких заявлений самого Тихановского. Оппозиционерка также уверяет, что готова к сотрудничеству, а не соперничеству с другими белорусскими оппозиционерами, которые сейчас находятся за решеткой в Беларуси, если тех в ближайшем будущем отпустят на свободу. Она говорит, что конкуренция внутри белорусского демократического сообщества может быть на руку оппонентам в Минске. В интервью Deutsche Welle Тихановская, также комментируя некоторые разногласия с супругом, заявила, что наблюдающим необходимо понимать и не забывать о том, что то, что происходит в публичном пространстве и дома у Тихановских, это разные вещи. Сергей провел 5 лет в тюрьме. Я отношусь к этому с огромным пониманием. Все мы делаем ошибки. И самое главное, чтобы потом анализировать, что было сделано не так, и кому это на руку, если вот эти дискуссии выносятся в публичное пространство и вот так обсасываются со всех сторон. Мне, например, это не надо, именно поэтому я не ухожу и не комментирую. Мы сами со всем разберемся. В Латвии россиян назвали оккупантами и заявили, что ни один их поезд с военной техникой не будет ходить по территории республики. В Риге вновь повторили, что могут демонтировать железнодорожные пути, ведущие в РФ. Заявление о поездах России сделал глава латвийского Минобороны Спруц. Демонтаж железной дороги на восточной границе Латвии действительно обсуждается, говорит министр. Решения будут приняты в начале следующего года. Также Спруц напомнил, что для защиты латвийской границы необходим целый комплекс мер. От элементарных заграждений до стены дронов. Латвия, утверждает Спруц, уже закупила различные типы беспилотников, а вдоль всей восточной границы государства внедрены акустические системы обнаружения. Кроме того, недавно ВВС Латвии получили радиолокационные станции наблюдения за воздушным пространством, которые называются «Жираф-1Х». В плане противодействия, как я упоминал, мы прежде всего развиваем собственную индустрию. И в области электронной борьбы, и в части управляемых ракет, и мобильных платформ с огневой мощью. Но первый значимый шаг уже сделан после тестов на полигоне Селии, после испытаний перехватывающих дронов, то есть дрон против дрона. Сейчас мы закупаем у нашей собственной индустрии дроны, перехватывающие дроны, которые могут действовать против других дронов. Работа не может остановиться ни на секунду. Напомню, ранее в МИД России высмеяли идею властей Латвии разобрать железную дорогу в Россию. Инициативу назвали бредом, предположив, что шпалы нужны для топки печей. Его заявления разбирают на молекулы. Интервью Трампа выходит в топ просмотров. Европа отвечает, не молчит и Зеленский, которого американский президент несколько раз упомянул в разговоре с ведущей издания Politico. The Guardian пишет, Трамп повторяет риторику крайне правых о европейской миграции и давит на Зеленского, чтобы тот принял его мирный план. В бессвязном и местами труднопонимаемом интервью «Политика», расшифровка которого была опубликована во вторник, президент США с трудом смог назвать какие-либо украинские населенные пункты, кроме Киева, исказил элементы развития конфликта и повторил штампы крайне правых о европейской миграции, перекликающиеся с теорией заговора о великом замещении. Одно из ключевых заявлений Трампа – это смена власти в Украине. Он намекает на отсутствие демократии в Украине, а также отвечает на вопрос, проиграла ли Украина эту войну. Как вы считаете, Украине пора провести выборы? Да, думаю, пора. Прошло много времени. И дела идут не слишком хорошо. Думаю, что время пришло. Сейчас важный момент для проведения выборов. Они используют войну как повод не проводить выборы.
Но, думаю, украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский бы победил. Если честно, я не знаю, кто бы победил, но выборов давно не было. Они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже перестает быть демократией. Как вы считаете, эту войну Украина проиграла? Они потеряли территории задолго до моего прихода. Они потеряли целую полосу побережья, огромную. Посмотрите на карты. Я здесь 10 месяцев. Но вернитесь на 10 месяцев назад. Они потеряли всю эту полосу. Теперь эта полоса шире. Зеленский – легитимный и демократически избранный лидер. Так отвечает на заявление Трампа Европейская комиссия. Там также заявили, что выборы должны пройти тогда, когда будут созданы условия. Мы уже затрагивали этот вопрос, поскольку сейчас исключительные времена. Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я считаю, что президент Зеленский является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать. Зеленского такое заявление Трампа застало в тот момент, когда он был с визитом в Риме, и он ответил сначала очень коротко. Первые слова – он готов к выборам, но при этом не говорил, пойдет ли на второй срок. Выходя из отеля в районе Париоли, где он обычно останавливается во время визитов в Рим, президент Украины ответил на прямой вопрос на эту тему. «Я всегда готов». Таковы были его точные слова. Он готов в любой момент. Говоря о двусторонней встрече с премьер-министром Италии, Зеленский добавил: «Я ей доверяю, она нам поможет». Уже вечером 9 декабря Зеленский сорвался в Киев и по дороге вновь дал пресс-конференцию. Украина готова к энергетическому перемирию с Россией, а новый мирный план, который писался вместе с европейцами, вот-вот будет передан Трампу. К тому же Зеленский запросил помощь и, внимание, заявил о выборах президента Украины. Их можно будет провести в ближайшие 90 дней, если ответят те, к кому экстренно обратился Зеленский. Киев заявляет, выборы могут состояться, главное обеспечить безопасность украинцам и организовать правильно процесс для военных. Обратился Зеленский и к парламенту, чтобы подготовить законодательную основу для легитимности проведения выборов. А разговоры о том, что он цепляется за кресло президента и не хочет уходить, назвал неадекватными. І так як це питання сьогодні піднімає президент Сполучених Штатів. Поскольку сегодня этот вопрос поднимает президент США и наши партнеры, отвечу очень коротко. Я готов к выборам. Более того, я сейчас открыто заявляю и прошу: США, помогите мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в течение следующих 60-90 дней Украина будет готова к выборам. У меня лично есть на это воля и готовность. Зеленский также вновь повторил, что сдавать Донбасс не собирается. Это заявление также прозвучало на фоне давления со стороны администрации Трампа, пишет издание The Times. Хотя администрация Трампа не финансирует украинскую армию напрямую, но Белый дом в прошлом месяце намекнул, что может прекратить продажу оружия другим странам НАТО для использования в Украине, если Украина не выполнит территориальные требования Путина. Попытки Вашингтона силовым образом склонить Киев к сдаче территорий вызвали шок в Украине, которая долгое время считала Соединенные Штаты своим близким союзником. Раскол, который сейчас наблюдается между Трампом и Европой, это подарок Путину. С таким заголовком вышла статья CNN. В материале упоминают не только фразы Трампа, но и недавнюю новую стратегию США, в которой говорилось, что большинство европейцев хотят мира. Однако это желание не превращается в государственную политику в значительной степени из-за подрыва демократических процессов со стороны этих европейских правительств. Конец цитаты. Однако формулировка администрации Трампа, изображающая Европу как антидемократическое препятствие на пути к стабильным отношениям с Россией, стала настоящим подарком для российских официальных кругов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал публикацию документа, заявив в воскресенье, что он соответствует нашему представлению. В то же время в США назвали и вероятные сроки завершения войны, а первый этап – это подписание мирного договора с Россией – должен быть достигнут до конца декабря, до Рождества. Таков конечный срок, пишет Financial Times. У Зеленского есть всего несколько дней на решение, говорится в материале. По словам источников, президент Украины сообщил европейским коллегам, что в ходе двухчасового телефонного разговора в субботу на него оказывали давление спецпосланник Трампа Стив Уитков и зять американского президента Джаред Кушнер, требуя принять быстрое решение. Один из собеседников, знающий предложенные Киеву сроки, уточнил, что Трамп надеется заключить сделку к Рождеству. Путин также высказался о финале боевых действий. Он вновь заявляет, что Россия не начинала войну, а собирается ее закончить. Мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы, безусловно, доведем
это дело до логического завершения, до достижения цели специальной военной операции. Друзья, как считаете, как ответят те, к кому обратился Зеленский, и будут ли проведены выборы в ближайшее время? Каким будет отклик на призыв Банковой? Пишите свои версии. Вновь прошу у вас поддержки в виде лайка. Спасибо каждому, кто это делает ежедневно. Это помогает нелегкому продвижению вперед, что, конечно же, важно для блога и для меня лично. Спасибо, а я продолжаю и далее о гибели представителя Минобороны Британии в Украине. В Украине погиб британский военный. Лондон заявляет, трагедия произошла не на передовой. В Минобороны Великобритании уверяют, что иностранец был смертельно ранен во время испытания нового оборонительного вооружения. Произошла авария. Отмечается, что британец не принимал участие в тестировании, а наблюдал за работой украинских военных. Британское оборонное ведомство выразило соболезнования близким погибшего и поблагодарило его за службу. Нюансы этого ЧП, а также какое именно вооружение испытывали на полигоне, не разглашаются. Беларусь выставляет войска у границ с Украиной и вооружает пограничников. Такое заявление сделал Лукашенко. При этом уверяет, что ситуация на белорусско-украинском кордоне стабилизировалась. Однако проблемы остаются. Лукашенко также заявляет, что Беларусь готова к защите своих территорий и считает, что даже если в Украине будет достигнут мир, то Беларуси от этого легче не станет. Минск намекает, что будет испытывать давление со стороны ЕС. Вот вчера мне наш главный пограничник докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке. И выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников. Более того, во второй линии приходится за пограничниками выставлять вооруженные силы. Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства. В Курске задержали россиянку, которая больше всех жаловалась Путину. Речь об Алене Лесковой, жительнице Глушковского района Курской области. По данным российских пабликов, утром 9 декабря женщину увезли в полицейский участок, после чего она перестала выходить на связь. Позже выяснилось, ближе к вечеру Лесковую отпустили без составления протокола. По словам женщины, с ней провели беседу без предъявления обвинений. СМИ сообщают, на попечении Лесковой пожилая мать, инвалид первой группы. В случае ареста дочери пенсионерка осталась бы одна, без помощи. Напомню, жители приграничных районов Курской области устроили протест в центре Курска. Они записали обращение к Путину с требованием вернуть компенсации за разрушенное во время боевых действий жилье. Обращение зачитывала Лесковая. А Берлин судит шпионов, как говорят в Германии, шпионов России. На скамье подсудимых 3 мужчин, выходцы из Армении, России и Украины. Прокуратура утверждает, что тройка шпионила на территории Германии по указке российских спецслужб. А именно, следила за уроженцем Грузии. Имя мужчины не раскрывают, однако известно, что речь идет о человеке, который воевал в рядах ВСУ. Россия обвиняет его в совершении военных преступлений против российских солдат, заявили в немецкой прокуратуре. Также в материалах дела сказано, что гражданин Грузии сам обратился в полицию, заподозрив слежку за ним. Предпосылки этого преступления, а также его предполагаемая мотивация теперь будут рассматриваться судом в ходе сбора доказательств. Одним из возможных мотивов могла быть подготовка к дальнейшим разведоперациям, включая попытку покушения на жертву. Испания закрыла дело об убийстве российского военного летчика, который перешел на сторону Украины и угнал российский вертолет. Заказчиков и исполнителей убийства установить не удалось. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление испанского суда. Издание напоминает, пилот вертолетного полка армейской авиации РФ Максим Кузьминов был убит в Испании в феврале прошлого года. Неизвестные застрелили россиянина на территории подземной парковки. У погибшего обнаружили украинский паспорт на предположительно поддельное имя. В Испанию Кузьминов выехал благодаря спецслужбам Украины. И по данным украинских СМИ, Кузьминов сдался сам. В сентябре 2023 года он был на связи с украинской разведкой и на вертолете Ми-8 перелетел из Курской области в Украину. В России Кузьминова обвинили в предательстве и заявили, что он убил остальных членов экипажа, которые не хотели сдаваться. В испанском суде говорят, что дело Кузьминова могут вновь открыть, если появятся новые детали преступления. Переход Кузьминова на сторону Украины в 2023 году был представлен украинскими властями как крупный успех на фоне войны с Россией. На пресс-конференции он говорил, что не понимает, почему его любимая родина решила начать войну с Украиной. Супруга президента Франции в центре нового скандала. Инцидент произошел в знаменитом парижском варьете «Фоли Бержер».
пишет Политико. Брижит Макрон пришла туда на выступление комика, которого 3 года назад обвинили в изнасиловании, а потом оправдали. За кулисами первая леди Франции успела поболтать с артистом, при этом Ари Абитан пожаловался Макрон, что боится выходить на сцену из-за протестующих феминисток, которые не верят в его невиновность. В ответ Брижит Макрон сказала, ее слова цитирует Политико, «Если там будут эти тупые мы их выкинем». Диалог попал на камеры, а позже его слили в сеть. Французская общественность возмутилась заявлениями Брижит Макрон. Некоторые политики и актеры Франции назвали ее слова недопустимыми для первой леди и оскорбляющими женщин. В скандал вмешался даже офис президента Франции. Там объяснили, первая леди не имеет ничего против феминисток, она просто критиковала радикальные методы тех, кто ранее сорвал и заблокировал выступление Ари Абитана. Абитан находится в своем первом туре после того, как следственные судьи решили не предъявлять ему обвинения по делу об изнасиловании. Хотя у заявительницы диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, представители правосудия заявили, что не нашли достаточных доказательств принуждения. Абитан отрицает вину и утверждает, что половой акт был по обоюдному согласию. В Испании уволили женщину за то, что она слишком рано приходила на работу. Этот необычный случай произошел в Аликанте. Сотрудница местной курьерской компании приходила на рабочее место на 7 утра, а то и раньше, хотя официально ее смена начиналась в 7:30. Так продолжалось несколько лет, пишет издание Aditi Central. Начальник неоднократно делал замечания работнице и просил ее не приходить в офис так рано, поскольку в этом нет нужды. Но женщина игнорировала просьбы руководства. В конце концов, женщину уволили, говорится в материале. Испанка подала в суд на работодателя, но суд встал на сторону компании, посчитав, что уволенная сотрудница своим неповиновением просто потеряла всякое доверие работодателя. А это вполне обоснованная причина для разрыва трудовых отношений. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Пожалуйста, поддержите мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.